Едем, ребят, под Беломошье. В Беломошье открылся какой-то новый платник. Посмотрим, что там будет. Посмотрим, какого размера. Посмотрим вообще, что и как. Раньше еще был платник в Заброде, но сейчас уже его там нет. И те же, я так поняла, кто был в Заброде, открыли платник в Беломошье. Посмотрите, ребят, как уже потихонечку начали желтеть деревья. Какая красота, посмотрите. Осень приходит, и сейчас будут самые красивые краски выливаться. В каждом видео буду стараться их передать. Хочу отметить это то, что на этом платнике, по крайней мере, кошеная трава. Есть какие-никакие беседки. С обратной стороны тоже беседки. Есть понтончики. Но здесь ухожено, посмотрите. Кострище на дрова. Здесь также беседка. Так. Сейчас посмотрим. Ого, какое здесь интересное место. Ух ты! Ничего себе! Получается, если нам разместиться, то в принципе палатку можно поставить где-нибудь здесь будет. Ну, а здесь нужно будет ходить куда-нибудь вот сюда. Рыбачить на поплавок, на вот этот вот понтончик. Вот такие вот дела. Там он с той вон стороны все занято. О, вон там я вижу, как-то все покошено даже. Ну-ка. Рыбаки на водоеме есть, конкуренция большая. Но рыба тоже есть, потому что я постоянно вижу, что она выплескивается. Все, будем пробовать ее ловить. Так как у меня сейчас еще удилка не собрана, так уж и быть, возьму и просто сделаю то, что должна была давно сделать. Чуть-чуть поухаживаю за своим фидером, протру его от прикула. Намешаю простой корм, вот такой вот кукурузный РС, на воде, в которую добавлю, давайте, карась-линь сиропа. Карась-линь у меня есть. Что у меня там еще есть? Меласса есть. Можно, в принципе, добавить и того, и того. Давайте чуть-чуть вот этого. Вот. Растворяю, так сказать, мелассу с сиропкой в простой этой воде, которую здесь зачерпнула. Водичка, кстати, ребятки, уже прохладная. Комбикорм я туда в сухом виде отправлять не буду. Я его сейчас замочу в воде с сиропом и мелассой. На мой взгляд, ребят, корм по фракции получился вообще очень обалденным. Крушеные бойлы, комбикорм, кукурузка и прикормочка. Все пахнет обалденно. Запах такой не прям
кислотный какой-то это. Он такой нежный, вкусный, клубничный. И бойликами, и мелаской. Всем-всем-всем. Осам нравится, значит, рыбе тоже понравится. Возле моего мостика, ребятки, стоит вот такая вот беседочка, в которой я разместилась. Я, кстати, не знаю, дополнительная плата это или нет. Стоимость рыбалки на сутки составляет 30 белорусских рублей. Ну, а я вот в беседку залезла возле понтона. Спросить про плату нет. Ну, потом, если что, доплатим. Забросы все с помбовой, несмотря на то, что буду ловить недалеко, буду осуществлять при помощи использования своей перчатки. Забрасываться буду вот этим вот спомбовым своим удилищем, который я уже называю спомбовым. Это My Fine Royal Carp 3.9, 3.5 LB. Увидели, сколько корма. Я хочу все выкормить туда. Первоначальный закорм, на мой взгляд, должен быть самым обильным. Накладываю маленький спом, большой улетел. Один улетел, второй просто сломался. Почти все, видите, выкормила то, что нужно было. Засыпаю довольно плотно. Немножко потрясла, чтобы оно там тряслось. И на заброс. Дистанция недалекая, поэтому у меня есть поводочки с прошлой рыбалки под небольшие насадки. Вот, пожалуйста, один из поводков с хорошим крючком под 2 кукурузки. Расслабляем фрикцион. Я, конечно, не рассчитываю на Big Fish. А вдруг? Моментом, ребят, все делается. Сейчас забрасываю 3-ю. Перекусон, и можно чилить на берегу. Чилить, поставить палатку, блин, по крайней мере, чтобы переночевать, потому что ночью уже довольно-таки такая холодная погода, поэтому нужно быть готовым к тому, что придется обогреваться и где-то сушиться, ведь это все-таки водоем, скорее всего, здесь будет сыро. Закладываю такими же большими кусками, как купила. Почему? Потому что если так нарезать, то оно потом потеряется в общей массе всех овощей, я вам говорю. Оно будет очень мягкое и начнет там теряться. Калачки эти широко даже разрубать не буду, потому что надо, чтобы горели они. Хоть трошки-потрошки. Так, что тут у нас? Так вот ставим красиво. Сработок нет. Где сработки? Где рыба, бляха-муха? Ну вот, потихонечку дело пошло, ребят. Надо теперь подкладывать. Когда будет чуть-чуть гореть побольше, угли появятся, можно будет и казанчик поставить. А так уже приятно даже возле костра погреться.
Смотрите, какой кайф получается. И грибочки, и морковочка. Мяско, посмотрите, как разваливается. Шикарно. Самое здоровое питание. Ничего не клюет. И единственное, я считаю, правильное решение — это пойти спокойно отдыхать в палатку, установив вот эти датчики движения поодаль от своей поляны, чтобы никто на нее не пробрался и ничего не украл, потому что людей здесь довольно-таки много ходит, ездит через населенные пункты, и я уверена, что кто-нибудь может прийти. Красивенькое такое получилось вообще. Огонек просто. Новый день. Утро. Хорошая погода. Будем пробовать, что у нас тут получится. Ни одной поклевки. Вчера я закормила одну точку ловли, поехала, не поленилась, накачала, лодка стоит, отвезла туда к камышовой линии, отвезла туда под растительность. Я меняла, ставила бойлы, ставила попапы, ставила кукурузу на поплавок. Я пробовала и мотыля, и червя, и опарыша, и кукурузу, и бутерброды из всех этих наживок. Потом я принял решение просто поставить закидушку с 2 крючками. Все время сейчас объедают червя. На мотыля у меня попалось 2 окунька вот таких вот. Ну и сейчас я убрала карповое удилище и вообще ловлю на фидер. На фидер я уже попробовала снова и червя, и опарыша, и кукурузу. И сейчас поставила вообще комбикорм с опарышем. Ничего не клюет. Пробуем сейчас на опарыша белого с красным. Ты видел? Есть. Фух. Красивая поклевка была, ребят. Наконец-то. Я уже даже не помню на что. Я тут махала туда-сюда. Ну, наконец-то намахала. Сейчас посмотрим, кто там у нас. Ух ты, а кто это у нас там? Ого! Ого! А что это такое? Карасик такой хорошенький, красивенький. Красавец, а? Ребят, ну это красавец, а не карась. Все, красота. Ребят, ну я бы могла, конечно, его на абордаж взять, на грудь, но нафига мне брать его на грудь, если это первая поклевка за долгое время, так сказать. Первая поклевочка. О, вторая поклевочка. Вон. О, пузо такое, а? Дружок, ты ешь там это? О, ребят, знаете на что? Знаете, на что взял? Опарыш белый, опарыш красный. Вот честно, я и рассчитывала здесь на карасика, но сначала попробовала половить карпа крупного. С карпом крупным здесь не прокатило, и я приняла решение пробовать со своего. Нет, не обманываю. Ну, так вот, ребятки, бывает. Сидишь долго, упираешься в одну и ту же насадку, потому что
думаешь, что клюет на это? А на это не клюет, а клюет вот на что поклевка произошла. Причем, ну, я, наверное, минут 5, да, назад только перезабросилась. На поплавочек обсосала червяка, и опарыша тоже обсосала. Мне почему-то тоже кажется, что это карасик, ребят. Уже вот второй обсос Петрович был. Такой подряд. Сейчас я поставлю червячка маленького. И сюда же поставлю опарыш. Опа. Такой вот красавчик очередной. Еще один карасик. Хорошенький, с тоненьким поводочком, видите, клюет. Опарыш. И его решила сажать в ведерко. А не в это, потому что здесь глубины почти нет. И здесь, я думаю, он задохнется. Во. Что осталось? Где наш пес? Наш пес там лежит. Вот такие дела. Ставим, ребятки, очередную. Ставлю как-то вот так. И вот так. Поклевка была, ребят, красивая. Правда, тяжело предугадать, когда она будет происходить. Вот, ну что-то не крупненькое, но идет. А что тут у нас? А тут у нас нежданное что-то. Ага. Не крупный кокунь. Ну ничего, и такое должно быть. Ну вот. Поплавочек тоже. Рыбка. Это уже на червячка, ребят. Это уже на червячка. Красавчик, а? Красавчик. О, толстенький. Толстенький толстоперик. Ну, классно. Я рада, что хотя бы начали они клевать. Вот серьезно вам говорю. Червячок в работе от моего подписчика. Надеваю вот так на крючок свежачка. Закрепляю его опарышем. И все, и получается обалденная вкусняшка. Это значит что? Это значит, что я сейчас пока делаю все правильно. Еще одна рыба. Слушайте, ну поклевки я тут не увидела, пока собака бегала по воде. Может и поклевала. А, видите, не крупный карасик. Ну, не крупный карасик, тоже карасик. И то хорошо, так сказать. Честно, урод. Белый с красным. Я не знаю, кстати, на дохлого или нет. Но факт остается фактом, что именно на это поклевка происходит пока. Одна, и вторая, и третья. И все караси пока пойманы именно на эту комбинацию.
проверим, посмотрим, что там у нас. Есть, ребятки, очередная красивая поклевочка. Я думаю, что идет карасик. Я надеюсь. Окунь нам не надо. Нам нужен карась местный. Поклевки, конечно, у него пипец просто. Я опять забыла, что я сегодня делала. У меня здесь 0,12 поводок, ребят. Поэтому... Ох, какой красавец. А кто это? А кто это? Ой-яй-яй-яй. А это у нас амурчик, ребятки, которого, наверное, новый запуск запускали. Не крупного. Это у нас амурчик приплыл. Как интересно. Не крупненький совсем. Сейчас мы его чуть-чуть припустим и опа, и в садочек, подсадчик. Вот такой вот маленький совсем. Ой, совсем малютка. Смотрите на червячка с опарышем. Этот взял. Наед и зато толстенький такой, как надо. Хорошенький такой, да? Вот красивенький. Красивенький, конечно. Ну, давайте. Оп. Собирать, потом посмотрим. Видите, ранки какие-то. Рыбу обязательно после рыбхозов нужно пролечивать антибиотиком. Иначе будет болеть. А вот у нее ранки видно, может, от транспортировки или чего. Малыш такой. Как бы, если бы изначально я такое ловила, то, может быть, было бы уже рыба какая-то была бы и вчера. Мы вчера с вами на бойле пыталась ловить, бляха-муха. В этом на бойле пыталась ловить, хрен его знает. Главное, что, ребят, удалось добиться того, чтобы получать периодически поклевки рыбы, которая здесь есть. Потому что ловить нужно рыбу, которая на водоеме есть. Хочется, конечно, может и что-то другое ловить, а не то, что здесь есть. Может, хочется, рассчитываешь на что-то побольше, но когда начинаешь понимать, что рыба побольше здесь может и не светить, нужно начинать ловить то, что приходится, так сказать. Ну, ребятки, наконец-то на поплавочек что-то подошло. Теперь я трохи поняла, что сделать тоже, чтобы клюнул на поплавок. Но на поплавок меньше, чем оттуда. Сдали, наверное, раза в 2. Но все равно карасик тоже, видите. Карасик вот такой вот хорошенький. Ну, ребятки, наконец-то и на эту закидушку что-то взяла. Наверное. Я надеюсь, по крайней мере. Ну, здесь уже стоят поводки такие, на которых можно, в принципе, рыбу нормально, спокойно вытягивать. Поднимать. Ой-ой-ой-ой, какой карасик хороший, а. О, красавчик. Красавчик. Страшно поднимать. Фиг с ним, подниму. Оп, красавец вот такой. Вот такой красавец. Ну, червячка с опарышем. И никакой кукурузы не надо. И мы ловим целевую рыбу, которую я давно хотела половить. Вот хотела карася половить. Ловлю карася. Красавчик, а, карасик. Еще
Один хорошенький. А, красивый же. И на червячка уже с опарышем. Уже на другой начал клевать. Уже опарыш ему белый с красным не нужен, уже просто на червячка с опарышем. Карасик. Карасик, карась. Он вкусный любого размера. Вот такой. Вот такой карась. Он меня уколол. Карась с шипами. Так, в лунку его. Ты наказан. Потому что я взяла с собой навозного червяка, который мне любезно нарулил мой подписчик, который у меня ждал своего момента. В холодильнике стоял дома. И теперь я наконец-то его использую для того, чтобы ловить карасика. Любимого карасика. Между прочим, несмотря на то, что он считается сорной рыбой, больше всего я люблю именно карася. Ребятки, на червячка, на ту же самую снасть, самое что интересное. На ту же самую. О, такой красавец. Да, это запускной 100%, потому что он побит, как и остальная вся рыбка. Интересно, интересно. Пошел. О, ребятки, поклевочку не видела ничего, но вот видно, пока отворачивалась, была сработка на червячка. Очередной, походу, карасик, судя по тому, как сопротивляется. Я надеюсь, это не окунь, а хотя бы корос. Уже небольшой, но карась. Опа, опа. Ох, какой хороший. Ой, хороший, ребята. Хороший карась. Угу. А может, и тяну какую-нибудь рыбу. И рыба идет. Ну-ка, что за дела? Или это все-таки леска чья-то? Сейчас посмотрим. О, ну пожалуйста. Ребятки, еще один красавчик вот такой. Решила сейчас на карпа поставить 3 опарыша с кукурузой. И у меня вместо того, чтобы клюнуть карп, клюнул вот такой вот карась. Не сопротивляйся. Я не могу понять, когда он успел. Вот, пожалуйста. Кукурузу объели и 3 опарыша. Я не понимаю, у него каждых 2 секунды вкусовые предпочтения меняются. Ставлю снова. 1, 2, 3 опарыша. И добавлю кукурузу, что тут уже. Раз такие дела пошли. Попробуем.
Ну что, уже вечереет, друзья. Я могу вам сказать, что вчера, когда я приехала, я рассчитывала на то, что смогу поймать что-то крупное, но у меня ничего не получилось. На бойлы ни вечером, ни за ночь ничего не клюнуло. И единственный правильный выход, который я нашла для себя, это начать ловить то, что ловят все, и то, что здесь клюет. Карася. И в принципе карася я ловила, поклевки получала эпизодически в течение всего дня. Чаще всего они происходили на червяка. В начале дня даже клевала на одного опарыша белого с одним опарышем красным. Водоемчик на самом деле совсем небольшой, практически по всей береговой линии поросшей вот такой вот камышовой растительностью. Глубина преобладающая до 1 метра. Вблизи берега есть трава, есть камыш, в которой прячется рыба. Дно преимущественно твердое, на мой взгляд, наверное, даже песочное. С одной части водоема есть вот такие вот беседки, покрытые шифером, там есть внутри столики. Дальше туда также такие беседки и понтоны. Вот такая вот аккуратненькая беседочка, в которой мы смогли расположиться. В принципе, довольно-таки удобно. И даже не пришлось разбирать походную кухню, что, на мой взгляд, намного упрощает процесс потом по сборам всех вещей, когда уезжаешь. С 3 сторон вдоль водоема можно практически везде проехать по вот такой вот дороге. Вниз отсюда от беседки можно было спуститься к нашему понтону, на котором были установлены удилища. Вроде бы выплескивалось довольно-таки много рыбы, но ни одного карпа за эту рыбалку я не поймала, ни маленького, ни большого. Видела только один раз, наверное, у соседей, и все. И один раз человек сказал, что вон там он тянул карпа на пучок из червя, кукурузы и опарыша. Рыбалка такая получилась на самом деле непростая. И... Ого! Ну, парочку карасиков вроде бы вон там на дне каких-то наскребла, которых можно было бы поджарить, даже если что. Ага. Трошки наскребла. Ну, вот это, считайте, 30 рублей. Так, ребятки, походу вот здесь вот какая-то поклевочка. Да, поклевочка была. И я сейчас тяну какую-то рыбку. Сейчас посмотрим на что. Я думаю, что это будет карасямбок. О, ребятки, кто тут у нас идет? И у нас еще один карасян. Ну, этого малыша мы, конечно, отпустим, потому что есть в нем нечего. Он совсем костлявый. Давай, плыви, друган. Будешь есть здешнюю траву. Опа. Если тебя, конечно, никто не поймает. Пошел. Пошел, вон он стоит там. Стоит он там, он уперся рогом. Ну. Вот, друзья, рыбалка интересная на Беломорье платнике получилась. Я его совершенно недавно нашла в интернете и сразу же приняла решение посетить и посмотреть, как и что здесь обстоит с рыбалкой. Ехала я сегодня сюда, конечно, чтобы половить карпа. Карпа поймать не получилось ни большого, ни маленького, но вот такого вот прекрасного карася, который пойдет на тараночку или на засушечку, или на жарочку. Можно сделать их в сметане. В принципе, я наловила. Вот такие вот красавцы. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!